Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как же сделать в одном торте две совершенно разные начинки, как собрать этот торт, как приготовить с одного замеса два совершенно разных крема. И собрать именно эти торты для таких праздников, где одна половина гостей любит, допустим, шоколадные десерты, другая любит ягодные. И чтобы не выпекать два совершенно разных торта, можно выпечь и собрать без проблем один вот такой торт. Бисквиты у меня здесь шоколадный бархат сегодня, и бисквит без разрыхлителя ванильный, и крем-лакомка, и крем сливочный с голубикой. Сейчас я буду делать крем сливочный с голубикой. Для него мне нужно 100 грамм. Я пропюрировала свежую голубику, 100 грамм голубики, четверть чайной ложки лимонной кислоты и 25 грамм сахара. Видите, лимонная кислота мгновенно дает такую активизацию как бы и вкуса, и цвета у этого пюре. Голубика, она ягода вообще достаточно нейтральная по вкусу. И особенно вот в зимний период она такая немножко пресноватая. Она дает такую кислинку, лимонная кислота в этом пюре, и усиливает цвет. Я подогрела буквально до первых булек, то есть до кипения довела, и остужаю мое пюре. Теперь мои бисквиты готовы уже, они у меня отлежались в холодильнике. Здесь у меня шоколадный бархат и ванильный без разрыхлителя. Я их делю на две половинки. Вот так вот по линейке они у меня по 20 сантиметров в диаметре. Здесь у меня просто белые бисквиты лежали на шоколадном, поэтому эти крошки. Бисквиты у меня очень хорошо охлаждены. В холодильнике температура у меня 2 градуса всего. И поэтому нарезается очень плотно. Видите, он прям холодный очень, его видно еще. Теперь то же самое я проделываю, бисквит здесь шоколадный бархат, то же самое я проделываю с ванильным бисквитом. Это чудо-бисквит мой без разрыхлителя, который всегда получается. Полную информацию о ингредиентах, о количестве и пропорции на эти бисквиты я дам в описании. Также у меня есть подробнейшие видео и по шоколадному бархату бисквиту, и вот по такому чудо-бисквиту без разрыхлителя. Также вы можете выпекать не обязательно два разных. Вы можете на одном противне выпечь одним замесом и шоколадный, и ванильный бисквиты. Тоже есть подробнейшие видео. Оставлю все в описании. Теперь готовим крем. 500 мл охлажденных сливок, 100 грамм сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара. Сразу высыпаю в дежу-миксер к сливкам. 300 грамм у меня здесь творожного сливочного сыра, 250 грамм пастообразного 9% творога, наше пюре голубики уже готовое, и 100 грамм шоколада, 39% какао. Сейчас будем растапливать в микроволновке. Здесь чуть-чуть подтопилось, потому что у меня тарелка горячая из посудомоечной машины только что. Итак, я начинаю взбивать сливки сначала на медленных оборотах миксера, ввожу туда всю сахарную пудру и увеличиваю скорость миксера до максимума. И сливки я взбиваю до устойчивых пиков. А тем временем я импульсами в микроволновке разогреваю шоколад. Вы же его можете разогревать также на водяной бане, если у вас нет микроволновки, допустим. Сливки взбиваем до устойчивости. Сливки мои взбились. Теперь я сокращаю до средних оборотов ход миксера и ввожу туда весь сливочный сыр сначала. Сливочный сыр это типа Хохланд, Альметов, Филадельфия. В Германии, кто живет, девочки, это обычный фриш-кейзе, который везде продается. Здесь у меня, допустим, из Эдеки этот фриш-кейзе. Вы можете из любого магазина его брать. Вот у кого нет пастообразного творога, сейчас я его буду вводить, вы можете любой творог взять 9% и просто его протереть либо через сито, либо пропюрировать в блендере. Я же ввожу творог потом сразу. Все эти продукты очень хорошо охлаждены. Подробнейший видеорецепт, как сделать крем-лакомка, есть на моем канале. Естественно, я оставлю ссылку в описании к данному видео. Я просто показываю, как вот для такого торта из двух совершенно разных начинок, без лишних заморочек, сделать одну основу для крема и замешать буквально за пару минут два совершенно разных крема, не используя много посуды даже для этого.
Все это просто перемешиваем буквально вот несколько секунд, чтобы вся эта масса у меня размешалась. Долго это ничего не взбиваем. И все, основа наша готова. Сейчас я беру, шоколад мой растопился в микроволновой печи. Пюре уже очень хорошо охладилось, оно у меня готово, мы с вами его приготовили заранее. Сейчас я беру весы, взвешиваю дижу миксера вместе с кремом, я уже знаю, сколько оно у меня весит. У меня здесь килограмм 100 грамм крема получился, общая масса крема, и я буду разделять на 2 равные порции. В диже миксера я оставлю эту основу для лакомки, а вот в миске я просто перемешаю обычным ручным венчиком это с пюре голубики. Сейчас я 550 крема сюда откладываю. Крем плотный получается. У кого 30% сливки, берите загуститель. Можете смело им пользоваться, и ничего страшного из-за этого не произойдет. Но лучше брать 33 и выше. Все, я отвесила мой крем. И вот эту вот часть крема я сейчас буду вводить туда растопленный шоколад на небольших оборотах миксера, долго не взбивая. Подробный рецепт, как приготовить крем-лакомка, это у меня крем-лакомка. Я оставлю в описании к данному видео ссылку на него. Пюре голубики очень хорошо стабилизировалось. И я теперь просто перемешиваю это венчиком. Почему я для этого рецепта взяла именно голубику? Потому что голубика, кто с ней часто работает, свежая, если ее пюрировать, она имеет такое природное свойство очень хорошо стабилизироваться, именно это пюре. Оно как такое желе становится достаточно устойчивое, что нельзя сказать о клубнике или о малине. Вот там вот мелкие крупинки, это у меня просто кожица от голубики, я хотела так сделать. Вот таких вот два совершенно разных крема с одного замеса, без лишних заморочек у меня получилось. Сейчас я с ними буду собирать торт. Делается это очень все быстро. Я беру мои шоколадные бисквиты. Еще раз повторяю, здесь у меня бисквит шоколадный бархат, который хорошо отлежался в холодильнике. И я просто распределяю уже крем, я смотрю, сколько мне нужно. Крем у меня уйдет весь и на шоколадную половину, и на светлую. Смотрите, по вашему торту. Торт у меня вышел 900 кг. Потом уже на выходе, когда он у меня будет, он будет у меня 20 сантиметров в диаметре и 10 сантиметров в высоту. Такой стандартный тортик. Ссылки, как выпекать эти бисквиты, будут в описании. И еще раз повторюсь, что можно выпечь один бисквит так называемый полосатый бисквит, который мы выпекаем на одном противне с одного замеса сразу по 20 сантиметров в 2 формах. Подробнейшее видео есть на моем канале, и также эти разноцветные бисквиты, один шоколадный, один ванильный, можно выпечь и использовать, допустим, для данного торта. Здесь я уже делаю половину с кремом с голубикой. Почему? Это, в принципе, аналог крема клубничное мороженое. Но голубика – это такая ягода очень нейтральная во вкусе. Это для тех, кто любит легкие такие очень десерты. Здесь обязательно пропитываем этот бисквит. Нуждается в пропитке, потому что в нем нет ни масла, ни молока. Пропитка у меня здесь 25 грамм сгущенного молока и 150 миллилитров холодной кипяченой воды. Почему я взяла именно крем на голубике здесь для такого торта? Потому что голубика, она имеет, еще раз повторюсь, природное свойство стабилизироваться. Что нельзя сказать ни о клубнике, ни о вишне, ни о малине, если в них нет желирующих средств. Поэтому здесь показываю именно сегодня на голубике. Вкус такой ягодный, нейтральный у этого крема. Собираем по тому же принципу весь этот тортик. Здесь у меня на полсантиметра вот эти белые коржи чуть пошире. Я всегда так делаю, потому что белые коржи, они потом, так как в них нет ни масла, ни молока, они потом стянутся именно кольцом. Они очень нежную имеют структуру,
Что нельзя сказать о шоколадном бархате. Это устойчивый такой плотный бисквит, который уже никуда у нас не сузится, не утянется. Поэтому он слегка у меня пошире. Но он сейчас уберется в кольце. Такой торт обязательно нужно собирать в кольце. Обязательно ему нужно хотя бы часов 5 дать отстояться в кольце. Но лучше всего я буду это убирать, конечно же, на ночь. Кладу последний корж белый, убираю все лишние остатки крема. Верхний корж также я пропитываю. И в принципе мой торт собран. Так как у меня нет ацетатной пленки, я всегда беру канцелярские папки обычные и в кольце вот так вот собираю мой тортик. И убираю это на ночь в холодильник. Видите, торт уже сейчас весь ровный и стабильный получается. Ночь прошла, я достала мой торт из холодильника, аккуратно удаляю все вот эти папочки свои. И сейчас я покрою мой торт шоколадным ганашем. Такой торт обязательно нужно покрыть либо шоколадным ганашем, либо масляным кремом на сгущенном молоке. Здесь у меня 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. Ганаш я просто растопила в микроволновке, все это перемешала. Для чего я это делаю? Я этот торт буду покрывать еще белково-заварным кремом потом. Но вы же смотрите по своим начинкам. Здесь подходит также шоколадный ганаш. Выравнивать и также подходит масляный на сгущенке крем. Белковый крем, если он сварен правильно, он никуда не оползет у вас вот с такого шоколадного ганаша и не растечется. Здесь я не буду выравнивать этот торт как под мастику, под белковый крем. Мне достаточно просто его покрыть и разровнять. Вот сейчас я разрежу при вас этот тортик. И посмотрите, какой шикарный разрез у нас получится. И вот таким тортом, я думаю, он достойным украшением будет любого праздника. Вы удивите всех своих гостей, потому что здесь рассчитано и на тех, кто любит шоколадные десерты, и на тех, кто любит ягодные десерты. Вот такие шикарные разрезы у нас получаются. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.